Приветствуем всех любителей путешествий. Сегодня 4 июля, время 11:30. И мы приехали в прекрасный город Гродно. У нас есть всего несколько часов, чтобы осмотреть город, как это обычно и бывает, когда приезжаешь в любое туристическое место без ночевки. А Гродно просто переполнен достопримечательностями. Поэтому мы покажем оптимальный маршрут, чтобы увидеть большинство знаковых объектов Гродно и расскажем о них все самое интересное. После просмотра этого ролика вы сможете смело приезжать сюда с вашими близкими и сознанием дела показывать им достопримечательности этого старинного города. Ну а если вы не можете приехать, то тем более смотрите этот выпуск. Благодарим всех, кто уже подписался на канал, а также тех, кто сделает это прямо сейчас. Пора начинать нашу большую прогулку. Мы находимся у железнодорожного вокзала Гродно. Оставляем машину на бесплатной парковке и отправляемся на прогулку по городу. Гродно – один из самых старых городов Беларуси. Официальной датой основания города является 1128 год. Значит, в этом году ему исполняется 897 лет. Выходим на улицу Элизы Ожешко. Так звали знаменитую польскоязычную писательницу XIX – начала XX веков. Позже мы поговорим о ней подробнее. Здесь сохранилась застройка 20-х годов прошлого века. Напомним, что Гродно с октября 1920 по сентябрь 1939 года находился в составе Польши. Первая достопримечательность на нашем пути – лягушка-путешественница с компасом в лапах и котомкой за плечами. Очень символично для каждого туриста. Особенно если заменить компас на навигатор. Логично, что рядом туристический инфоцентр. Здание украшает еще одна скульптура. Название мы не нашли, но дама обращает на себя внимание даже больше, чем лягушка. Продолжаем идти по улице Ожешко. Гродно расположен на берегах Немана, в 15 километрах от границы с Польшей и в 30 километрах от Литвы. Для сравнения, до Минска 270 километров. Численность населения на 1 января 2025 года 363 718 человек. По этому показателю город является третьим по величине в республике. Впереди уже виден кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы. Покровский собор был возведен в 1905 году
в память о русских офицерах и нижних чинах 26-й артиллерийской бригады, погибших во время русско-японской войны. Изначально это была обычная церковь. Кафедральным, то есть главным православным собором Гродно, в то время был Софийский собор, но его в 21 году польские власти закрыли и отдали католикам. Об этом расскажем позже. С той поры кафедральным стал вот этот Покровский собор. Рядом с собором в 2010 году установили бронзовую скульптуру Божьей Матери. Напротив собора в 1975 году появилось монументальное панно «Наука». Оно выполнено из сырого бетона всего за несколько дней и сохранилось на протяжении 50 лет в отличном состоянии. Кстати, здание для этого панно было выбрано не случайно. В нем в то время располагался клуб юных техников. Сегодня здание занимает представительство Национального олимпийского комитета. Свернем на улицу Ленина. Под нами река Городничанка. Переходим дорогу. И оказываемся в Телеграфном переулке. Этот дом построен в 80-е годы XVIII века итальянским архитектором Джузеппе Сакко в качестве личной резиденции. Он был придворным архитектором последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. В конце XVIII века здесь проходили заседания масонской ложи, членом которой был и хозяин дома. После его смерти особняк был передан Гродненскому благотворительному обществу. Но в нем продолжали тайно собираться масоны. Похоже, что только они и считали, что собираются тайно, поскольку за особняком с той поры закрепилось название «Дом масонов». Спускаемся к речке Городничанке. С 1980-х и по 2006 год в здании размещалась поликлиника туберкулезного диспансера. Сейчас в нем находится издательский центр Гродненского госуниверситета. Раньше она наверняка была полноводней, а сегодня и галки по колено. По этой дорожке вернемся на улицу Ожешко.
Впереди Гродненский государственный университет, бывшая женская гимназия. Здание построено в 1893 году. Бронзовая скульптура «Зодчий» установлена в 2008 году. Это собирательный образ архитекторов и зодчих XVIII века, благодаря которым и застраивался Гродно. По натертой до блеска бронзе вы уже поняли, что это популярный объект фотосессий. Пора подробнее рассказать о женщине, чье имя носит эта улица. Элиза Ожешко, в девичестве Павловская, родилась недалеко от Гродно и всю жизнь провела в Гродненской губернии. И хотя писала она на польском языке, но очень часто обращалась к белорусской теме, жизни и быту крестьян, красоте местной природы. Неудивительно, что своей ее по праву считают и белорусы, и поляки. Мы дошли до памятника Элизы Ожешко. На рубеже 1960-70-х годов этот памятник стал местом встречи гродненских хиппи. Тогда его называли «каменной мамочкой». Так вот, об Элизе. Женщина она была точно неординарная. Сейчас о ее судьбе можно было бы снять целый сериал. Судите сами. В 1858 году, в 16 лет, она была выдана замуж за помещика Петра Ожешко. Мужа она, мягко говоря, не любила. Он жил ни в чем себе не отказывая, быстро промотал свое состояние и начал тратить приданное супруге. Тогда Элиза стала искать способ расторгнуть брак. И тут судьба идет ей навстречу. Во время польского восстания 1863-64 годов 22-летняя Элиза активно помогала повстанцам, укрывая их в своем имении. Позже об этом узнали царские власти. Государственное преступление. Но арестовывают ее мужа Петра. Говорят, он взял вину на себя, хотя не имел никакого отношения к повстанцам. Согласитесь, поступок благородный. По приговору суда он был бессрочно сослан в Пермскую губернию. Но в отношении Элизы царские власти не питали никаких иллюзий. До конца жизни она считалась неблагонадежной. Мы вышли к площади Ленина. Здесь находится здание администрации города, а перед ним типовой памятник вождю мирового пролетариата. А это еще одна достопримечательность, без которой современные города просто не представляют своего существования. Нулевой километр. Идем дальше, по улице Ожешко. Итак, Элиза в одночасье избавилась от мужа, а в 1969 году брак признали недействительным. Молодая женщина переехала из имения в Гродно и стала жить на доходы от литературной деятельности. К тому времени она уже 3 года как стала издаваться, но ее интересы не ограничивались литературой. Она увлекалась ботаникой, химией, активно занималась благотворительностью, а вот личная жизнь счастливее не стала. Была у нее и неразделенная любовь, и длительные отношения с женатым юристом Станиславом Нагорским, за которого Элиза вышла замуж в 1894 году. А всего через 2 года он скончался прямо во время именин писательницы. Умерла Элиза Ожешко 18 мая 1910 года. Провести ее в последний путь пришли тысячи гродненцев, а в 29 году установили памятник, который мы только что видели.
Это бывший дворец вице-губернатора Максимовича, построен в начале XIX века. Здание использовалось в основном как административное. Сегодня здесь открыт ресторан. На фасаде установлена памятная доска в честь государственного деятеля царской России Петра Столыпина. Он был гродненским губернатором в период с 1902 по 1903 год. Но проживал он не здесь, а в главном дворце Гродно, дворце Тизенгауза, который находился неподалеку. К сожалению, дворец сгорел в период Первой мировой войны. Амур. Рядом отдел ЗАГС. Поворачиваем налево. Перед нами пешеходная улица Советская. Здесь на протяжении 500 метров расположены многочисленные административные, торговые, культурные и развлекательные заведения. На крыше бывшего универмага находится любимая смотровая площадка туристов. Она расположена не очень высоко, всего 25 метров, но зато с нее отлично виден центр Гродно. Там же работает кафе и есть лифт. Советская – одна из самых старых улиц в историческом центре Гродно. Здесь сохранилась почти вся застройка XIX – начала XX веков. Прежде улица называлась Виленская, Соборная, Доминиканская и Хильденбург. Пока мы идем к следующей достопримечательности, расскажу одно предание. Жил в VII веке в Аквитании, на границе современной Бельгии и Франции, благородный рыцарь Губерт. Было у него две страсти – красавица-жена и охота. Но молодая женщина умерла при родах, и Губерт в отчаянии удаляется от дел, отправляется жить в лес и полностью посвящает себя охоте. И вот однажды, в Страстную пятницу, когда все добрые христиане были в церкви, Губерт, как всегда, охотился в лесу. Он преследовал великолепного оленя, и вдруг тот остановился, обернулся, и мужчина был поражен, увидев распятие, плавающее между рогами животного. Он услышал голос, говорящий, что он должен прекратить бессмысленное убийство и посвятить себя служению Господу. Потрясенный Губерт вернулся домой, раздал все свое имущество и сбережения бедным, а сам принял священнический обет и всю дальнейшую жизнь помогал нуждающимся и беднякам. Когда через несколько лет после смерти гроб его открыли, оказалось, что останки нетленны. Его канонизировали и объявили покровителем охотников и лесников. Культ святого Губерта был широко распространен по всей Европе, в том числе и на Гродненщине. Именно благородный олень чаще всего встречался в гродненских пущах. И это объясняет появление на гербе Гродно оленя. Посмотрите, что предлагают местные ремесленники. Возможно, и вы найдете сувенир себе по вкусу.
А вот и памятник святому Губерту. Установлен в 2020 году. Мы повернули на улицу Октябрьскую и направляемся к Фарному костелу. Слева бывший дом купца Муравьева. Мы рассмотрим его получше, когда будем возвращаться по другой стороне улицы. Перед нами кафедральный собор святого Франциска Ксаверия. Построили его иезуиты в XVII-XVIII веках на средства Стефана Батория. В 1705 году костел был освящен. На церемонии, между прочим, присутствовало два высокопоставленных гостя: король польский и великий князь литовский Август Сильный и российский император Петр I. В 1782 году костел получил статус Фарного, то есть стал главным католическим собором города. Высота храмовых башен около 60 метров. На левой башне храма хорошо виден циферблат. Это одни из старейших действующих часов в Восточной Европе. Когда их реставрировали в 1995 году, установили, что уникальный часовой механизм был изготовлен примерно в XIII-XIV веках, то есть на несколько веков раньше, чем был построен сам костел. Заглянем в старейшую аптеку города. Иезуиты построили ее в 1709 году на территории своего монастыря. И она существовала, несмотря на войны, катаклизмы и смену владельцев, до 1950 года. Позже здесь находился аптечный склад, салон мебели и даже дом учителя. С 1996 года в старинных залах вновь открылся аптечный отдел, а рядом музейная экспозиция. Основная часть экспонатов музея относится к XIX – началу XX столетия. Старейшие и наиболее ценные вещи датируются XVIII веком. Сырье было до конца XVIII века исключительно натуральное. Люди сразу, заходящие сюда, вспоминают знахарей, там всяких колдунов и так далее. Вход в музей бесплатный. Вернемся к костелу. Два с половиной века костел оставался действующим, но в 1960 году власти запретили службы в храме. Однако прихожане продолжали приходить в костел и молиться. Так продолжалось до 1988 года. Сейчас там проходит служба.
не будем мешать. Отправляемся на соседнюю улочку Карла Маркса. Здесь тоже сохранились дома конца XIX – начала XX веков. Стоит заглянуть во внутренний двор иезуитского коллегиума. В живописном дворике можно пофотографироваться, отдохнуть на скамейке, но подниматься на террасу и тем более заходить внутрь нельзя. Это действующее административное здание католической епархии. Идем чуть дальше по улице Карла Маркса и поворачиваем направо, на Социалистическую. Проходим дом номер 43. И поворачиваем во двор. Еще раз направо. Мурал из 12 арок изображает сюжеты, связанные с охотой и историей города Гродно. Во времена Великого княжества Литовского заповедные белорусские леса перестали быть общедоступными. Простолюдины имели право охотиться только на мелкую дичь и отдельные виды птиц. А вот охота на крупного зверя – зубра, тура, оленя или вепря – стала уделом магнатов и шляхты. В XV веке для охоты использовались по большей части луки, арбалеты, капканы, сети и, конечно же, охотничьи собаки. Немного позже в ход массово пошло и стрелковое оружие. И это стало катастрофой для многих видов животных. В XVII веке были окончательно истреблены туры, затем дикие лошади. В XIX веке практически исчезли благородные олени и зубры. Такая вот история. Площадь мурала свыше 400 квадратных метров. Это самый большой стрит-арт города. Кстати, выполнен мурал на стене здания, в котором располагается галерея «Арсенал» с экспозицией уникальной коллекции орденов и медалей, наградного и парадного оружия XIX-XX веков. А еще там можно примерить доспехи XVII века.
выходим снова на улицу Карла Маркса и возвращаемся к костелу на Советскую площадь. С этой стороны отлично виден дом купца Муравьева. Построен около 1895 года. Жилые помещения и магазины в доме сдавались в аренду до 1940 года, когда уже советская власть открыла здесь фабрику «Ателье Мод». С 1951 года в здании располагалась областная библиотека. Сегодня здесь апарт-отель «Семашко» и ресторан «Муравьев». И еще об одном сооружении нужно обязательно вспомнить, находясь на Советской площади. Вот на этом месте с XIV века до 1961 года всегда стояли храмы. Первый деревянный костел основал князь Витовт. Название Фара Витовта закрепилось на столетия. Второй, каменный храм, приказал построить Стефан Батория в XVI веке, а в конце XVIII века его полностью перестроили в псевдорусском стиле. К тому времени костел был передан православной церкви и стал называться Софийский собор. В 1919 году, когда Гродно стал польским, Фара Витовта была возвращена католикам, но дважды горела и снова перестраивалась. Все закончилось в 1961 году, когда советская власть взорвала храм и сравняла его с землей. Это дворец культуры текстильщиков, построен в 1958 году. Идем дальше, через Советскую площадь. Слева виден старейший действующий католический храм Гродно – костел Обретения Святого Креста. Построен в 1618 году на территории Бернардинского монастыря. Впереди самое узнаваемое современное здание Гродно – областной драматический театр. У нас еще будет возможность подойти к нему ближе. Поворачиваем на улицу Давыда Городенского. Слева виден шпиль нового замка, в котором находится часть экспозиции историко-археологического музея Гродно. Справа
Рождество Богородичный женский монастырь. Основан в 1632 году. А впереди уже видна, пожалуй, самая популярная туристическая достопримечательность – пожарная каланча. Во все века деревянный Гродно многократно подвергался опустошительным пожарам. Сгорало все, в том числе деревянные смотровые башни. И только в начале XX века догадались построить каменную, точнее кирпичную каланчу. В 30-х годах, в польский период, в полдень на каланчу стал подниматься трубач и играть мелодию. Традиция прижилась, но потом началась Вторая мировая война. В городе утвердилась советская власть. Стало не до традиций. Возродили ритуал только в 2010 году. Каждый день в 11:58 одетый в старинную пожарную форму трубач поднимается на верхний ярус старинной каланчи и играет короткую популярную мелодию. Каждый день недели свою. Сегодня тоже играл, несколько минут назад. И теперь туристы расходятся, чтобы продолжить осмотр достопримечательностей. На этом перекрестке установлен памятник одному из главных военачальников великого князя Литовского Гедемина – Давыду Городенскому. Идем к старому замку. Улица Замковая. Старый замок является единственным сохранившимся королевским замком на территории современной Беларуси. Строился он в XI веке и с начала XII стал главной резиденцией Городенского княжества. Первый замок был деревянный и сгорел. Великий князь литовский Витовт в начале XV века приказал возвести каменный замок. Еще через 100 лет уже польский король Стефан Батория полностью перестроил его и сделал своей королевской резиденцией. В 1705 году в Старом замке проходила встреча Петра I с польским королем Августом II. Но постепенно замок утрачивал свое значение как резиденция. Во времена Российской империи здесь были офицерское собрание, казарма, военный госпиталь, склады. В неспокойные времена начала XX века в стенах замка располагалась инфекционная больница, офицерское казино и даже баня. Мы туда не зайдем? Стоимость билета в Старый замок – $4. В 1921 году Гродно оказался в составе Польши. И с 1928 года в замке начались работы по реконструкции. Однако основные работы по сохранению и восстановлению замка проводились уже при советской власти, после войны. До наших дней сохранились дворец, фрагменты оборонительных стен, руины церквей, княжеских палат, мост и замчища.
Сегодня в замке размещен Гродненский государственный историко-археологический музей. А теперь заглянем в новый замок. Он строился в 1734-1751 годах во время правления польского короля Августа III, как его летняя резиденция. Центральная часть замка предназначалась для проведения сеймов и выполнения представительских функций. Названия залов говорят сами за себя. Сенаторский, посольский и овальный зал. Первая приемная короля. Стоимость билета в новый замок менее $3. Королевские апартаменты находились в правом крыле дворца с видом на Неман, а в левом крыле – помещения для придворных, слуг и охраны. Именно в новом замке было подписано соглашение о разделе страны с Россией и Пруссией. Польские земли были присоединены к Российской империи. Во время польского восстания 1794 года в новом замке побывал Тадеуш Костюшка, лидер сопротивления. Он участвовал во встрече руководителей повстанческих отрядов. В 1994 году в честь этого визита в замок слева от центрального входа была установлена памятная доска, но в 2024 году ее сняли. После подавления восстания сюда привезли последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. Именно в новом замке он подписал акт отречения от престола Речи Посполитой в день именин российской императрицы 25 ноября 1795 года. Через 2 года Понятовского отправили в Санкт-Петербург, а в бывшей монаршей резиденции власти обустроили кадетский корпус. Позже – военный госпиталь, который работал здесь многие десятилетия, вплоть до освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Бомбежки 1944-го практически уничтожили новый замок, но чудом сохранились въездные ворота с мифическими сфинксами. Вот они. Здание было вновь отстроено к 1952 году. С этого времени у резиденции появилась круглая башня с длинным шпилем, которых не было в историческом замке XVIII века. На протяжении долгого времени в новом замке работал областной комитет Коммунистической партии Беларуси. В 1991 году здесь разместились областная библиотека и музей. Возвращаемся на перекресток улиц Замковой и Давыда Городенского. И поворачиваем налево, на Старозамковую улицу. Мы спустимся по самой знаменитой лестнице города.
Построенная в 30-е годы прошлого века, лестница много раз перестраивалась и благоустраивалась. Горожане называют этот спуск к Неману лестницей любви, потому что со времен постройки она считается местом встреч влюбленных пар. Постепенно появилась традиция, которая гласит, что для крепкого брака жених должен пронести на руках невесту по всем ступеням. А их, между прочим, немало – 122. Ладья Насада. Так называлось маневренное быстроходное речное судно, известное с XII века. Прототипом скульптуры стала шахматная фигурка в виде средневековой ладьи. Ее в 1930-х годах нашли при раскопках. В 2028 году Гродно будет отмечать 900-летие. К этому времени власти обещают грандиозную реконструкцию набережной. Горожане жалуются на отсутствие скамеек, спусков к воде, летом негде укрыться от солнца. Все надеются, что после реконструкции на склонах сделают ландшафтные композиции с растениями, появятся фудкорты, террасы, выделенные велодорожки. То есть все то, что делает отдых на берегу реки комфортным и самодостаточным. Обязательно приедем через 3 года. Мы снова выходим к драматическому театру. С другого ракурса смотрим на костел Обретения Святого Креста и монастырь бернардинцев. Здесь в 1894 году писательница Элиза Ожешко венчалась со своим вторым мужем. В советское время в здании храма размещалось управление судебной медицины. Нынешнее здание театр получил в 1984 году. Выглядит это сооружение очень оригинально и считается одним из лучших образцов советского модернизма. Зрительных залов в театре 2. Большой на 700 мест и малый 216 мест. Стоимость билетов около $8.
На перекрестке снова поворачиваем налево, на улицу Давыда Городенского. Вход в малый зал драмтеатра. Доходим до Пожарной каланчи и поворачиваем направо, на улицу Замковую. Посмотрим, что из себя представляет еще одна достопримечательность Гродно – дворец Хребтовичей. Изысканное двухэтажное здание появилось в Гродно в середине XVIII века для Кароля Хребтовича, гродненского маршалка, видного государственного деятеля. Дворец много раз менял владельцев, перестраивался и восстанавливался после пожаров и войн. Его первоначальная планировка практически не сохранилась, зато неизменным до наших дней дошел фасад с оригинальным декором. Мы еще посмотрим на него. Сегодня в помещениях дворца разместился музей истории религии. Возвращаемся на перекресток. С этой точки можно подробнее рассмотреть 15-метровое монументальное панно на стене пожарной части. На нем показана эволюция белорусского огнеборца от средневекового кликуна до современного спасателя. 15 мужчин и только одна женщина. Скоро увидим ее поближе. Огромный стул у магазина подарков и сувениров. И еще раз посмотрим на фасад дворца Хребтовичей. Подойдем к пожарной части. Узнаете девушку? Надеемся, что да. Продолжим прогулку. Скамейка явно пользуется популярностью. Поворачиваем на Большую Троицкую улицу. Здесь находится Большая хоральная синагога. Нынешнее здание было построено в 1905 году в мавританском стиле,
на фундаменте существовавших ранее синагог. А их до этого было две. Первая каменная синагога в Гродно была построена в 1580 году, но уже через 37 лет была полностью уничтожена пожаром. Вторая просуществовала уже 300 лет, но в 1899 году ее постигла та же судьба. В период немецкой оккупации Гродно синагога, находившаяся в центре гетто номер 1, использовалась нацистами как место сбора евреев перед отправкой в концлагеря и на расстрелы. В послевоенный период здание использовалось под склад. Позднее здесь были творческие мастерские гродненских художников. В 1991 году здание возвращено еврейской религиозной общине. Продолжаем прогулку по Большой Троицкой. Во время оккупации Гродно территорию от синагоги и вдоль всей Большой Троицкой улицы по обе стороны занимала гетто номер 1. Из более чем 30 тысяч евреев, живших в Гродно до войны, а это была половина населения города, выжили только 300 человек. Возле дома номер 37 свернем во дворик. В этом районе недавно закончили реконструкцию. Открыли много кафе, пиццерий. Пространство стало очень популярным среди гродненцев и туристов. Но далеко не все знают, что на этой территории 80 лет назад фашисты организовали гетто. На месте вот этой парковки слева находилось древнее еврейское кладбище. Улица Первая Трудовая. Переходим улицу Доминиканскую и продолжаем прогулку по Малой Троицкой. Заглянем в тихие старые дворики.
Здесь сохранился кусочек старой мощеной дороги. Мы вышли на улицу Виленскую. Через дорогу находится сквер «Швейцарская долина». Папа, поможешь? Дорожка идет вдоль ручья достаточно далеко, а нам нужно оказаться на улице митрополита Филарета. Туда нас выведет вот эта лестница. Поворачиваем направо, на площадь Тизенгауза. Граф Антоний Тизенгауз – политический и общественный деятель Великого княжества Литовского. Во времена правления Станислава Понятовского он был назначен гродненским старостой. Именно при нем был построен огромный дворцовый ансамбль с Дворцовой площадью, на которой мы сейчас и находимся. К сожалению, пожары и войны уничтожили значительную часть ансамбля. Но на площади сохранились отдельные здания. Например, это Кривая официна, старейшее здание среди музыкальных и театральных школ Речи Посполитой. Преподавание музыки в Европе велось еще в средние века, однако специальные музыкальные школы даже во второй половине XVIII века были редкостью. Гродненская школа Тизенгауза была основана раньше, чем Парижская и Венская консерватории. Сегодня в здании находятся различные учреждения и художественная галерея, а школа искусств переместилась в соседнее здание. С противоположной стороны площади – гостиная официна, проще говоря, дом для гостей, он же дом вице-администратора, построен в 1771 году и тоже входил в дворцовый ансамбль. Переходим улицу Дзержинского и идем на территорию парка Жильбера. Жан-Эммануэль Жильбер – французский ботаник, натуралист и хирург. На территории современного парка в XVIII веке ученый заложил Гродненский королевский ботанический сад. Неудивительно, что его имя решили увековечить. Перед нами старейшее театральное здание в Республике Беларусь, которое продолжают использовать по прямому назначению. Оно было построено не позднее 1793 года племянником короля, тоже Станиславом Понятовским, ставшим новым управляющим
после отставки Антония Тизенгауза. В стенах этого здания проходили театральные представления с конца XVIII века. После войны тут размещался Гродненский областной драматический театр, а театр кукол получил это здание в 1984 году. Основной зал вмещает 242 зрителя, малый зал – 90 зрителей. Стоимость билета от 6 до $10. Скульптура «Клоун». Многие почему-то называют его грустным. Мы ничего такого не заметили. Отличный клоун. Возле фонтана поворачиваем направо. Стоит упомянуть, что на территории парка располагается уцелевшее после всех войн здание медицинской академии, первого высшего учебного заведения среди созданных на территории будущей Беларуси, построенное тоже во второй половине XVIII века. Возглавлял его, кстати, тот самый француз Жильбер. Чаще здание называют «Дворец Четвертинских», так как от короля Станислава Августа Понятовского дворец перешел к князьям Четвертинским. Известно, что в середине XIX века там размещалась картинная галерея и коллекция оружия. После Второй мировой войны в бывшем дворце разместилась военная комендатура, которая покинула здание только в 2000-х годах. В настоящий момент дворец обнесен забором, и что с ним происходит, непонятно. Остается надеяться на грядущий юбилей города в 2028 году. А мы покидаем парк Жильбера и оказываемся на Академической улице. И здесь находится последняя достопримечательность нашей длинной прогулки – лютеранская кирха Святого Иоанна. Памятник архитектуры начала XIX века. Построена кирха в стиле неоготики. Изначально в стенах этого здания располагалась таверна, но в конце XVIII века лютеране, прибывшие в Гродно для работы на мануфактурах, перестроили ее в красивую церковь. После 2 мировых войн лютеранская община в Гродно почти исчезла. А вот храм остался. К тому же это единственная историческая и до сих пор действующая лютеранская церковь в стране. Кстати, каждые выходные в кирхе проходят бесплатные концерты органной музыки. И вот теперь наша прогулка подошла к концу. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Поделитесь в комментариях вашими впечатлениями о городе. Спасибо, что смотрите наш канал. И до встречи на следующей прогулке.